Всем привет! И вот я добралась в конце концов к разделу «Ответы на ваши вопросы» и на ваши комментарии. Вот, единственное, я попрошу вас, чтобы мне знать, действительно интересны ли ответы на вопросы. Поставьте тогда, если вы хотите, чтобы были продолжения ответа на вопросы, поставьте тогда лайк внизу под видео. Внизу под видео нажмите лайк, я буду знать, если мы наберем, предположим, 500 лайков, я буду знать, что мне стоит продолжать эту серию видео. То есть мы наберем 500 лайков, и тогда я понимаю, что вам это интересно, тема ответа на вопросы, ответы на ваши комментарии, и тогда я буду продолжать снимать следующий, я тогда сделаю следующий ролик. И я тогда буду таким образом отслеживать, насколько интересна эта тема или нет. Просто, чтобы просто так не снимать видео. Вот, значит, первое... Всем спасибо, конечно, огромное за ваши комментарии, за вашу поддержку, за ваше участие. Очень много таких комментариев сопереживательных. Вот. Иной раз я даже не знаю, что ответить на эти комментарии, поэтому на многие комментарии, не на многие, на некоторые комментарии я просто не отвечаю. Вот, ну, сейчас мы эти комментарии рассмотрим, и я постараюсь ответить на ваши вопросы. Значит, последнее, вот то, что у меня, Курт Куртов. Слава Богу, ваши дети хорошо говорят по-русски. У меня ребенок сейчас лучше говорит на втором языке, но дома разговариваем только на русском. Нельзя давать забыть родную речь, языки, своя история, возможности и еще одна открытая дверь в жизни. Обязательно, да, то есть у меня тоже такая была ошибка. То есть я считаю это ошибкой, что ребенка отдала учиться в арабскую школу, и то есть достаточно поздно осознала, что нужно было приложить все усилия, чтобы дети учились, конечно же, в русской школе, но, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Стараемся давать русский язык. Дэнни учится в русском центре, изучает русский язык. Малик учится заочно сейчас в 1 классе русской школы. Вот. Успеваем как бы... Стараемся смотреть русские фильмы, мультфильмы, конечно, все это смотрим, общаемся тоже на родном, на нашем русском языке. И, как говорится, как получается. Вот. И, конечно же, действительно, это какая еще одна открытая дверь, это больше возможностей для непосредственно вашего ребенка. Нежели ребенок будет разговаривать, вот мы живем в арабской стране, ребенок будет разговаривать только на арабском языке, ребенок иностранец, то есть это действительно определенные границы. Следующее. Совушка Сова. Да, мне грустно, дети умницы, подкупает ваша откровенность. Удачи вам. Спасибо большое. Вам тоже всего хорошего. Ольга Челтыкина. Спасибо за видео, подписалась с интересом, почувствовала боль в сердце. Делитесь всем. Недавно моя подруга ездила туда, и свадьба там у нее была. Это к 73-му влогу о животных. Спасибо большое, Ольга, что подписались. Вот, хорошо. Дальше. Блокин Роллоу. Комментарий к 73-му. А ваши дети сидят на ютубе, блог видели? Дети постоянно, соответственно, смотрят тоже видео с ютуба. У каждого, соответственно, своя интересная тема, кого что интересует. Малика интересует, конечно, игра Майнкрафт, различные видео Майнкрафта, смотрит иногда влоги, детские влоги, это Макс и Катя, по-моему, и различные мультяшки, посвященные Лего. Она любит в Лего очень играть, и она смотрит вот с удовольствием мультфильмы Friends, и где конструктор Friends собирают, и также Малик очень любит Барби. И поэтому она смотрит мультфильмы Барби, всевозможные люди, то, что сами снимают, играют в куклы Барби, то есть она это смотрит с удовольствием. Дэнни любит различные познавательные видео, то есть 5 самых-самых там быстрых машин, там различные необычные животные, то есть все необычное и все какое-то такое интересное, он с удовольствием смотрит. Соответственно, смотрит различные видео, посвященные играм PlayStation 3, PlayStation 4.
То есть это и Call of Duty, конечно, ее любимая игра, Battlefield у нее любимая игра 4-я. И недавно вышла игра Call of Duty World War II, и он тоже с удовольствием смотрит все эти видео, посвященные всем этим играм, всей этой тематике. Вот. И следующее. Также к 73-му влогу. Ириша 4. Я в шоке. Вы такая красивая, эффектная женщина, живете на такой помойке. Как вас туда занесло, в эту страну? У меня есть подробное видео, как меня занесло сюда, поэтому смотрите другие видео, и как бы, если это интересно. Потом к 70-му влогу тоже Ириша 4. Бедные наши девушки, муж, который не отмечает ее праздники, вы наготовили, старались, а тут такой плевок. Ну, на самом деле, Ирина, в этом нет ничего необычного. Я уже, честно говоря, свыклась с этой темой. Это давнишняя тема, это уже продолжается долгих 11 лет. И как бы мы живем параллельно, как бы перпендикулярно. То есть, в принципе, я готовлю себе и детям, он дома практически не ест, иногда что-то бывает, потому что мой муж уходит на работу в 8 часов утра, приходит он глубокой ночью, там в 11-12 часов, иногда еще позже, поэтому ест он где-то за пределами нашего дома, а в пятницу он ездит к своей маме и там наедается. Так что вот такое у нас как бы житье такое. Жизнь параллельно перпендикулярная, то есть каждый выполняет свою функцию. Он работает, пытается что-то заработать, я, соответственно, занимаюсь детьми, занимаюсь домом, занимаюсь влогами. Вот, и как бы как-то вот так. То есть я уже не рассчитываю, что это как... Я уже не оцениваю это как плевок, это уже просто данность. Я оцениваю это как данность. Следующее к 61-му влогу, это про бездомных собак. Лина Павловец, если правильно я читаю. Галина, вы просто умничка, посмотрела все ваши ролики, где вы приучаете своих деток любить животных, не проходить мимо, это здорово, они вырастут добрыми и отзывчивыми. Я просто восхищена вашим отношением к животным, тем, как вы все вместе в последнем ролике помогли бездомным животным. Повторяйте этот урок чаще. Если в Египте приюты для животных бездомных, и как местное население относится к проблемам животных? Если приюты, то они только на время берут животных или занимаются пристраиванием их в семьи, помогая обрести дом. Очень интересно было бы узнать. Здоровья вам всем и добра. Спасибо большое вам, Лина, тоже всего самого наилучшего. По поводу животных рассказывала уже, вот я не помню, по-моему, рассказывала. Достаточно у египтян отношение к животным посредственное, то есть как бы у них животные не считаются, как у нас, предположим, членами семьи, и то есть они относятся больше к животным, как к животным. Вот. Очень много бегает, гигантское количество, громадное количество кошек бегает бездомных на улице, и в принципе им здесь достаточно неплохо живется, потому что большинство, опять же повторюсь, население Египта, наверное, больше 90% это мусульмане. У мусульман это считается как бы хорошим делом, там подкормить, накормить, напоить кошку. Поэтому все кошки абсолютно, которые живут на улице, они питаются нормально. При каждом магазине есть какие-то кошки. Магазинов очень много, маленьких магазинов частных очень много мясных лавок. И вот эти вот животные, они просто... Вот эти кошки именно, они там питаются, и люди подкармливают. У египтян очень хорошее отношение к кошкам. Я не беру каких-то придурков, которые там издеваются, это уже как бы другая часть. В общем, отношение к кошкам очень хорошее. Многие даже держат по несколько кошек. Есть один знакомый, вот муж моей мамы, у него вообще, то есть у него квартира, я не знаю, сколько сейчас у него, может быть, наверное, 10 кошек у него, он держит уличных, он подбирал, и потом они у него размножились, вот они у него там живут, как-то он их кормит. Ну, короче, любят египтяне с кошек именно, с собаками вообще другая тема. Вот, и с собаками
тема такая достаточно тяжелая, потому что, опять же, из-за того, что египтяне большинство мусульмане, запрещены мусульманам запрещается иметь собак, и потому что они считаются грязными, это называется наджас, считается у них нос и их слюна, это считается грязью, и поэтому мусульманам не положено держать дома собак. Из-за этого, но несмотря ни на что, в последнее время очень много достаточно египтян заводят собак, очень много, кстати, лайка, порода лайка, их хаски, то есть такая порода, которая должна содержаться то есть в какой-то холодном климате, они держат тут. И, кстати, достаточно большое количество этих хаски вот здесь сейчас развелось, и как бы люди их содержат, стоят они где-то достаточно там, наверное, щенок стоит от $200 и выше, то есть заводят немецких овчарок, некоторые ротвейлеры, очень распространенная порода здесь это это ретривер. Вот, и собак заводят с удовольствием, тратят на это деньги, но что поражает больше всего, то есть люди заводят собаку, и у них нет вообще культуры воспитания, выращивания собак. Они не знают, как обращаться с животными, очень большой процент людей. Есть люди, которые подбирают животных, вот по поводу приютов, если приютов таких вот нету, где но есть, предположим, вот у меня есть видео, я рассказывала, где христианин, вот знакомый мой рассказывал как женятся христиане. Вот у него, кстати, магазин с животными, знаю его достаточно давно, вот, и он как раз он занимался вот этим вот таким благим делом, то есть он и подбирал и кошек, и собак, и вылечивал, и даже у них какое-то есть такое тут сообщество, но это все на таком уровне, как бы вот не на самодеятельном, то есть вот просто люди с добрым сердцем, они занимаются этим делом. Вот, какой-то общей организации по защите животных, я так понимаю, ее просто нету здесь. Вот, но опять же коснусь вот собак. Очень нехорошая ситуация здесь, именно потому что очень много сейчас стало египтян заводить собак, и они содержат их в жутких условиях, потому что они приносят этих собак домой, в этих домах живут вот эти вот мамы, которые выросли дома, они не знают, как обращаться с животными. Очень много собак содержится на балконах, не приученные к туалету. В основном у нас принято, потому что у нас в свое время в Москве было вообще 3 собаки, то есть у нас было скотч-терьер, ньюфаундленд, это немецкая овчарка. То есть мы приучали собак и в туалет ходить, и собаки все обучались ЗКС и УКД, то есть проходили, то есть воспитанные собаки. У них они заводят крупных собак, кстати, также много и питбулей, вот таких пород. И много очень собак, которые живут на балконе, то есть в основном собак содержат на балконе, собаки не приучены ходить в туалет. Потом из-за климата здесь очень много блох, блохи не выводятся вообще, то есть вот у нас кошка, я ей покупала и мыло, и делала ей вот этот наш, как он называется, барс, даже здесь продается наш российский барс. Барс не помогает от блох, мыло специальное вот это какой-то от блох тоже не помогает. То есть блохи здесь даже какие-то специфические, потому что из-за того, что в воздухе витает очень много песка и пыли, то есть они каким-то образом, вот эти, видимо, какие-то личинки вот этих блох, они как-то перемещаются по воздуху, и то есть очень сложно бороться с блохами. Это вот я говорю про кошку, потому что у нас дома кошка. А что происходит с собаками, какой у них там рой блох, я даже не представляю. Это одна часть, это по поводу блох. По поводу отношений, опять же, повторюсь, очень содержится плохо. Собаки не приучены ходить в туалет, они писают на балконах. Очень много людей, кто содержит собак на чердаках. И там даже это не чердак, в Египте нет понятия как бы чердак. Там идет плоская крыша, то есть ты выходишь на крышу, и нет никаких навесов, нет никаких укрытий. И вот собак просто привязывают, потому что пол каменный как бы, и собаки на привязи целый день, там какая-то стоит у них питье там, или там еда,
кругом все написано, приходят, то есть хозяева сами не убирают, они платят деньги вот этим вот консьержам, которые сидят, охраняют дом и ухаживают за домом, они платят им какие-то деньги, они их приходят, кормят, даже гуляют с этими собаками, эти консьержи. И собаки вот иной раз очень жалко, особенно когда лето, потому что здесь большинство времени очень жарко, солнце палящее, вот эти собаки измученные, а немецкие овчарки, там доги даже есть, в жутком состоянии, и вот когда открываешь, вот, а здесь есть такое приложение, и как бы интернет, даже не интернет-магазин, наподобие как у нас из рук в руки, у них есть такая система, называется OLX. И вот на этом OLX продают различные вещи, там компьютеры, также продают животных. И вот когда ты смотришь вот эти жуткие фотографии из OLX, собаки в жутком состоянии, которых продают, перепродают, они меняют. То есть у них нет как бы сердечной привязанности к животным. Ты можешь найти там 2-летнюю, 3-летнюю собаку, там немецкую овчарку, которые хотят поменять на какую-то другую. Или там, предположим, баллонку хотят заменить на другую, там 6-летнюю собаку. То есть вот это абсолютно нет культуры отношения к животным, и от этого очень неприятно. И каждый раз, когда ты смотришь вот эти вот фотографии, просто сердце кровью обливается. Их не продавать нужно, их нужно устраивать куда-то, этих животных. Вот такой вот долгий ответ получился, потому что животные — это вообще отдельная тема. Ну вот. Спасибо, Лина, за такой вопрос. Вот как-то мы его обсудили немножко. Ника Джорджия. Мне понравились ваши видео, я и подписалась. Почему-то вы все время грустная. Ну, может, у меня такое выражение лица. Вектор Н. Карьер. На тебя трудно внимания не обратить, нездоровая голова, вот семье повезло. Это комментарий к 27-му влогу, когда я ездила в свою египетскую семью. Вот семье повезло, ну, может быть, повезло, хорошо. Татьяна Александрова. Бедная девочка, ты попала, мне тебя жаль и твое потомство. Ну, у меня ответа на это нет. Значит... Ифмнуха, какая-то Ифмнуха. Свинарник какой-то, убрались бы, почистили у себя в квартире, как так можно жить, ужас. Это про мою квартиру, я убираюсь, чищу, то есть у меня получается где-то, наверное, 2 раза в неделю я мою полы, убираюсь, в принципе, постоянно, потому что малик, то есть дети, нужно постоянно поддерживать чистоту, но внешний облик, он просто вот стены, как бы, все остальное, ну, конечно, не в лучшем состоянии. Так, ну тут идут какие-то плохие комментарии, то есть это кто-то из подписчиков отвечает какими-то жуткими словами, эта женщина еще хуже отвечает, ну ладно. Светлана Левицкая спрашивает, будет ли Орфи иметь силу или нет. Но вообще, то есть по поводу Орфи браков, и у меня есть видео, когда я рассказывала, как выйти замуж по поводу брака с египтянами, и там, по-моему, в этом видео все освещено, имеет силу. То есть на территории Египта он имеет силу, но как бы прав, то есть... Вам прав как жене он, в принципе, никаких не дает. Должен быть оформлен официальный брак. Но опять же, когда оформляете официальный брак, смотрите, с кем вы оформляете официальный брак. Потому что если вы потом будете покупать жилье, машину, еще что-то, то есть муж, если, не дай бог, с вами что случится, опять же, там будет раздел именно, как в исламе все делится. Вот, то есть это другой вопрос. Кстати, по поводу, как разделение имущества происходит в Египте, вот можно сделать отдельное видео по этому вопросу, потому что здесь, если кто-то из супругов умер, то есть разделяется все именно по исламу. То есть не то, что кто-то у кого-то что-то отсудил, а будет все делиться четко по исламу. Если вот такой вопрос интересен, мы тогда с Дэнни можем сесть как-то
и рассказать, вот он скажет, какие, переведет с арабского, как разделяется имущество именно в случае, если кто-то из супругов скончался. Так, значит, дальше Светлана Левицкая также спрашивает: скажите, пожалуйста, парень предлагает на 10 дней заключить орфибрак, что делать? А зачем? Ой. Ну, вообще, на 10 дней заключить орфибрак, а для чего он предлагает заключить? То есть это получается просто, чтобы переспать, или... Ну, то есть только ради этого, чтобы провести с вами время, и все. Потом этот орфидоговор просто рвется, и вы считаете как бы не в браке. Он вам говорит, он вас разводит, я так понимаю. Да, в принципе, просто рвется договор, и все. Что делать? Ну, я не знаю, вы что хотите, то и делаете. А зачем орфибрак заключать на 10 дней? То есть какой смысл? Мне немножко непонятно. Но я вам сейчас напишу на комментарии, вы тогда ответите. Если хотите, можем в прайвете пообщаться. Татьяна Александрова: поздравляю вас с Новым годом, счастья, удачи, здоровья. Мне жаль вас, потому что вы на чужбине. Ну, Татьяна, что ж делать, так оно получилось. Спасибо за поздравления, вам тоже всего самого хорошего. Дальше Тина пишет: мясо говно, собаки не едят. Галина: твой муж тебе и детям принес плохое мясо. Очень тебя и детей жалко, твой муж говно египетское. Но не то, что они не едят, они потом все съели, они просто настолько собаки не ожидали, для них это был такой сюрприз. Вот, поэтому они потом, конечно, все не подъели, вот, они больше на нас сконцентрировали внимание, было интересно. Вот. Ну, по поводу мяса, не знаю, какое мясо. Ну, в принципе, мясо было неплохое, ну, а там уж, как говорится, кто знает. Кристина Калинина: Галя, в Александрии есть богатые районы, где дорогие квартиры и чистые улицы? Мы живем в районе, называется Самуха район, считается хорошим. I remember sneaking out after dark. You'd have been on my mind all night long. Maybe we'd have got a vodka lemonade. We show the cool kids how to be the youth of today. We jump the fence and play in the Mr. Grogan's pool. Hit call the police and we hide behind the school.